Всем привет, с вами Бассет, и сегодня мы немного поговорим о теории игры и о том, как лучше оптимизировать свой подход к выбору стратегий в любом матчапе. Когда я смотрю реплеи игроков ниже уровня мастер-лиги, я часто замечаю, что у большинства отсутствует какой-либо четкий план на игру. То есть игрок точно не знает, что и в какой ситуации делать, и начинает придумывать какие-то решения на ходу, заниматься эдаким фристайлом и так далее. Ну, к сожалению, для быстрого прогресса это не есть хорошо. То есть представьте себе, что вы играете на гитаре или любом другом музыкальном инструменте. И чтобы хорошо исполнить любую песню, вам нужно знать четкий порядок действий и не тратить ни секунды на обдумывание следующего шага. В вашей мелодии не должно быть случайных пауз, потому что вы где-то затормозили, иначе она будет звучать совершенно по-другому. Ну или вспомните стихотворение на уроках литературы в школе. Вы можете заменить одно-два похожих слова, но при этом вы все равно должны хорошо знать материал и уметь его выразительно рассказать публике. И StarCraft в этом плане мало на самом деле чем отличается от вышеназванных примеров, но основная сложность возникает с тем, что в ходе одной ладерной игры ваше условное стихотворение может меняться очень много раз. И заучить один билд-ордер и использовать его во всех ситуациях просто не получится. Я выпустил, собственно, уже много видео о разных вариантах игры, разных матчапах, разных билд-ордеров, но я никогда ни в одном из них не давал определения, что же такое билд-ордер. Давайте исправимся и сделаем это. То есть билд-ордер — это просто набор действий в определенный момент времени в конкретной ситуации. Он может охватывать всю игру, если это макро opening, да, то есть с начала до, допустим, 7-8 минуты, до 4 базы. Или же может охватывать небольшой отрезок времени, допустим, чиз на 3-4 минуты и так далее. План же на игру — это более комплексная вещь, она включает в себе разные билд-ордеры. Да? То есть в одной стратегии против Протоса или Зерга там, или Терна у вас может быть несколько вариантов игры, в зависимости от ситуации, от оппонента или же от карты. То есть, ну давайте приведем несколько планов на игру. Да? То есть вот, допустим, пример плохого плана. Я играю стандарт, там 16 хата, 18 газ, пул, делаю 6 собак со старта, потом много королев и всегда ставлю спорки на 3.30. Ну, вот вроде сейфово, вроде нормально все, да, то есть так делают многие. Ну, вот. Давайте сравним с другим планом. То есть я играю стандарт, делаю 6 собак только если вижу адепта, делаю столько королев, сколько мне нужно, и спорки ставлю только против Старгейта, потому что на остальные билды они в принципе не нужны. То есть разница очень простая. Хороший план, хороший план действий на игру, он всегда вариативен и всегда полагается на информацию об оппоненте и разведку. Или же на игровую ситуацию, на ваше положение в игре, на количество рабов, юнитов и так далее. Плохой план — это всегда просто заученный повтор действий, которые не полагаются на игру. То есть вы выучили, что спорки стоят на 3.30 про игроки, но вы не поняли, почему они это делают, и вы продолжаете это повторять. Вот, это не есть хорошо. Основное правило StarCraft для зергов, да и для всех остальных рас — это максимальная оптимизация принятия решений и траты ресурсов. Когда я учился играть, когда я был еще в Алмазе и Мастер-лиге, я для себя сделал несколько правил, которые вот помогали мне разбирать мои реплеи и быстро находить ошибки. Вот сейчас я их приведу. Надеюсь, что они вам тоже помогут. Давайте вот разберем их. Правило первое. Если вы построили какой-то боевой юнит, вы должны его применить в течение минуты. То есть очень логичное, очень простое правило. То есть если вы вспомните экономику, понятие альтернативной стоимости, мы помним, что каждый раз, когда мы расходуем ресурсы, мы всегда чем-то жертвуем, чему-то отдаем свое предпочтение. Поэтому каждый раз, когда вы заказываете боевого юнита, например, собачку вместо рабочего, вы тратите не только 50 минералов, но вы теряете еще и дополнительные 50-65 минералов, потому что именно столько добывает рабочий за 1 минуту. Поэтому никогда не заказывайте юнитов просто из страха или просто из желания чувствовать себя более защищенным. Это неправильно. В StarCraft есть тайминги, и эти тайминги всегда одинаковые от игры в игру. То есть не бывает такого, что вы с одним терном играете, у него Battle Cruiser на 4 минуте, а у другого там на 3, у второго
у еще одного на 5-й. То есть не нужно ставить спорки на 4-й минуте, если вы ожидаете что-то на 5:30 или на 5:20. Запомните это, да, потому что это ключевой момент игры, это очень важно. Так, еще какой момент у нас есть. Допустим, в том же ЗВЗ очень часто бывают ситуации, я вижу, как люди строят много собак. На самом деле, 2 бейлинга и 6 собачек, они контрят любые забегания и потянут достаточно времени для вас, и вы сможете среагировать, сделать дозаказ и, в общем-то, спокойно отбиться. Компенсируйте небольшую армию хорошей разведкой. Это всегда лучше, это всегда позволяет вам сэкономить, где нужно, да, и улучшить вашу экономику, впоследствии сделать армию сильнее. Но если же вы все-таки перезаказались и построили много боевых юнитов, немедленно найдите им какое-то более лучшее применение. То есть контратакуйте, заставьте оппонента сделать то же самое, заставьте оппоненту взять его деньги из казны и потратить их не на экономику, а на оборону. Дальше. Правило номер 2. Будьте последовательны в своих действиях. То есть, в отличие от других рас, зергам, ввиду их механики, удобнее развивать что-то одно, то есть или строить армию юнитов, или же делать экономику и там королев, и все остальное, апгрейды. Если вы планируете идти в all-in с 3 баз, допустим, на 5-й минуте, не стройте 5 королев там или больше, не добавляйте лишние газы или апгрейды, потому что этим самым вы только ухудшаете свою атаку, потому что у вас будет меньше денег на боевой кулак, который вы строите. Вы же не Терран или Протос, да, то есть у вас нет ораклов или баншей, и Харас работает у вас только собачками, да, или уже после лейера, когда у вас более-менее сильная экономика уже готова. Правило 3. Выучите стандартные ответы на действия оппонента. То есть текущей версии StarCraft на самом деле Legacy of the Void уже почти 5 лет, а последний патч вышел 2 месяца назад. То есть мета и основные стили игры уже устоялись. И вам не нужно изобретать велосипед, вам нужно просто стараться научиться играть так, как это делают проигроки. Ну, то есть, если вы хотите получить быстрый прогресс, то есть, если вам нравится играть креативно, вы это делать можете, вам никто не мешает. Но если вы хотите именно быстро выйти в ГМЛ, смотрите, что делают проигроки. Вот. И старайтесь их копировать обдуманно, да, то есть я уже говорил об этом в первом правиле. Вот я часто вижу фразы от учеников, от там, зергов, которые находятся в платине, то есть, ну, например, мне тяжело играть ЗВТ Линга королевами, поэтому я строю рачей против гелионов. То есть, да, рачи лучше контрят их, они против хелбатов, их проще контролить, это все понятно. Но проигроки строят собак и королев не потому, что им нравится усложнять игру, отнюдь, мы наоборот стремимся к максимальному упрощению, да, то есть у нас много других дел, где нам нужно потратить наше внимание и время. Просто так намного эффективней. Вот. И если вы научитесь играть собаками и королевами, вы будете получать преимущество за счет экономии в будущем, да, и вам будет проще играть с тернами, которые не нанесут вам урона. То есть подумайте только, сколько стоят ваши 5 рачей, да, то есть, ну, даже не будем брать минералы, возьмем просто газ, это 125 газа, это у вас будет позже лейер, у вас будет позже апгрейды, и если терн играет не в мех, роучи в итоге будут вообще бесполезны. То же самое касается в целом вашего билдордера. Не готовьте сани летом, а телегу зимой там, где есть моменты важнее. Вам точно не нужно иметь 1000 газа на 5-й минуте для муталисков, которые появятся через там, 2-3 минуты на 7-8, да? Потому что у вас есть более приоритетные цели на 5-й минуте, у вас есть чем заняться другим. Потому что минеральная экономика, как правило, немного важнее, чем газовая в большинстве ситуаций. Вот, то есть помните об этом, да, что StarCraft все-таки это игра больше о тактике и стратегии. Скорость, конечно, важна, но я видел очень много людей, которые имеют большой АПМ, большую скорость реакции, но при этом сидят в платине алмазе с огромным количеством игр, да, то есть уже там не один месяц или, может быть, не один год. На этом сегодня все. Надеюсь, что эти теоретические советы помогут вам лучше анализировать свою игру, работать над ошибками. И если же вам понравился подобный формат видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Если, конечно, будет хороший фидбэк, я, может быть, сделаю продолжение или даже отдельную рубрику